Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать наггетсы от Мираторга, горячие штучки и других производителей, чтобы найти самое лучшее соотношение цены, качества и вкуса. Мираторг, дети на ракете, мини-наггетсы детские, без красителей и ароматизаторов, из охлажденной куриной грудки. Мы растим здоровое поколение. Основным компонентом в составе является филе грудки куриной охлажденное. Также есть вода, молоко, крупа манная, волокна пищевые, пшеничные, ну и панировочные сухари. Из специй здесь перец душистый молотый. Состав действительно полностью натуральный. Наггетсы детские, стоимость 179 рублей 99 копеек. Изготовлено в Калининградской области, поселок Невское. Масса наггетсов 250 грамм. Внешне эти наггетсы на наггетсы совершенно не похожи. Видимо, может быть, сухари панировочные белого цвета. Они тоже такие бледненькие. Вид какой-то совершенно неаппетитный. На упаковке написано, чтобы их приготовить, нужно запекать 2-3 минуты в духовке разогретой. Но я думаю, что если их разогреть в духовке, то цвет останется таким же. Ну, в общем, разогрею, посмотрим, что из них получится. Но изначально, конечно, они смотрятся совершенно неаппетитно. Разогрел эти наггетсы в духовке. Внешний вид их практически не изменился, только что вот немножечко они совсем подрумянились местами. Но в целом они, конечно, на наггетсы абсолютно не похожи. Посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу мы видим, что здесь фарш, он белого цвета. По разрезу вроде бы как нормально все, вроде как фарш для наггетсов. Попробую на вкус. Корочка практически не хрустит, потому что панировки здесь очень-очень мало. Это какие-то супер мелкие сухари, может какая-то мука. И сам фарш тоже какой-то необычный. Это больше даже похоже не на наггетсы, а на какие-то сосиски. Так, в принципе, вкус неплохой, но, конечно, это совершенно не наггетсы. Я бы это наггетсами не назвал. Это что-то другое, какое-то другое блюдо, которое к наггетсам не имеет никакого отношения. Потому что вкуса наггетсов здесь совершенно никакого нету. Думаю, может быть, каким-то маленьким детям это и интересно, такое вот покушать. Но тот, кто уже пробовал нормальные наггетсы, он, наверное, скажет, ну нет, я такое не хочу. Ну, если, конечно, это назвать просто какие-то там мясные фигурки, то, или там фигурки из фарша, то это еще можно как-то съесть. Но вот за наггетсы, вот тем детям, которые уже знают, что такое наггетсы, за наггетсы им это никак не отдашь, в общем, не скормишь их, им это за наггетсы, потому что, ну, это совершенно не наггетсы. В одном из прошлых выпусков я спрашивал, какие наггетсы, по вашему мнению, самые вкусные. И очень много комментариев мне написали, что это золотой петушок. Ну, я увидел в магазине эти наггетсы и сейчас тоже продегустирую. Написано, что это наггетсы хрустящие, и здесь какой-то новый хруст. Эти наггетсы уже готовы, и их нужно только лишь разогреть 5 минут. В составе здесь мясо цыпленка, это филе грудки. Есть вода, также панировочные сухари, есть различные добавки с индексом Е. Состав неплохой, но он не полностью натуральный. Наггетсы «Золотой петушок», стоимость 219 рублей. Изготовлены эти наггетсы в городе Калининград. Внутри оказалось огромное количество льда. Внешние наггетсы выглядят эти вполне обычно. Сейчас разогрею на сковородке и продегустирую. Разогрел несколько наггетсов на сковородке. Сейчас посмотрим, что будет внутри. Корочка очень зажаристая, хрустящая. В разрезе мы видим белый фарш. Попробую на вкус. Съел несколько наггетсов, и по вкусу они мне очень понравились. Корочка супер хрустящая, она хотя и не сильно толстая, но замечательно хрустит. И сам фарш вкусный. Чувствуется, что здесь есть мясо. Стоят они, конечно, не супер дешево, 219 рублей за упаковку, это, я бы даже сказал, дороговато по сравнению с другими, но зато качество достойное. Вкус мне понравился, и вот по сравнению с Мираторгом, который вот мне наггетсы тоже нравятся от Мираторга, то вот эти вот наггетсы вкуснее. Так что, в общем, подписчики мне написали правду, действительно, от Золотого петушка наггетсы очень вкусные. С пылу, с жару наггетсы сочные. В составе филе куриное, ну и также панировка, из чего сделана. Есть усилитель вкуса и аромата, глутамат натрия. Состав не 100% натуральный, но не совсем такой плохой, бывает состав гораздо хуже. Масса наггетсов 250 грамм. Наггетсы с пылу с жару, стоимость 199 рублей 99 копеек. Изготовлено в городе Рязань. На картинке нарисован наггетс в разрезе, и такое ощущение, что он сделан из целикового филе. Но мы это все проверим.
Внешне эти наггетсы смотрятся аппетитно, у них даже есть какая-то необычная такая форма. Некоторые производители делают в обычной, в прямоугольной форме наггетсы, ну а кто-то вот придумывает некие рисуночки. Здесь рисуночки разные. Разогрею наггетсы и попробуем. Разогрел несколько наггетсов в духовке. По инструкции их нужно было разогреть при температуре 200 градусов 15 минут. Примерно через 7 минут я их перевернул на другую сторону. И у меня такое ощущение, что эти наггетсы готовились, как-то их тоже запекали, потому что жира я абсолютно здесь не ощутил. Если бы эти наггетсы готовили во фритюре, то все равно бы поверхность была жирная. А поверхность абсолютно сухая. Никакого жира не чувствуется. Это, конечно, хорошо. Сейчас разрежу, и мы посмотрим, что внутри. Внутри, по-моему, это все-таки фарш, а не целиковое филе. Разрезал другой наггетс, и мне показалось, что здесь целиковое филе. По всей видимости, это действительно филе. Хотя, с другой стороны, здесь еще виден и фарш. Видимо, здесь фарш, смешанный с кусочками курицы. Ну а здесь полностью один фарш. Кусочков филе даже особо и незаметно. Эти наггетсы мне не особо понравились. Именно вот сам вкус как-то не очень. Например, если сравнивать с наггетсами от Мираторга, то у Мираторга наггетсы повкуснее будут, чем вот эти. В составе был усилитель вкуса. И возможно, что из-за этого усилителя вкуса вот такой вот немножечко солоноватый вкус. По пятибалльной шкале я бы поставил этим наггетсам 3. Именно вот из-за того, что вкус такой. Ну и также панировка какая-то тут не очень вкусная. У других наггетсов она как-то повкуснее. В общем, еще раз, такие наггетсы я бы не купил, потому что вкус вот именно самой вот начинки, он не очень, да и панировка тоже подкачала. Наггетсы куриные с сыром от Мираторга. Масса наггетсов 300 грамм. В составе филе грудки куриные замороженные, вода, мука и какой-то продукт плавленый с сыром. По всей видимости, здесь сыр какой-то будет не очень качественный. В общем, состав не полностью натуральный и состав не очень-то и хороший у этих наггетсов. Наггетсы от Мираторга, стоимость 129 рублей 99 копеек. Изготовлено в Калининградской области, поселок Невское. Внешне эти наггетсы выглядят вполне обычно. От них идет запах растительного масла, видимо, их обжаривали во фритюре. Они уже готовые, просто замороженные, их нужно разогреть, либо можно на сковородке, либо можно в духовке. Сейчас я их разогрею и продегустируем. Разогрел эти наггетсы на сковородке с небольшим количеством растительного масла. Чувствуется, что корочка очень хрустящая. И сейчас давайте посмотрим, что будет в разрезе. Мы видим, что в разрезе кусочки сыра присутствуют. Ну и обычный, наверное, такой же, как и у других наггетсов, фарш от Мираторга. Съел несколько штучек, и по вкусу мне эти наггетсы понравились. Стоят они не очень дорого, и я думал, что за такую цену будет что-то несъедобное, но оказалось, что они вполне съедобные. Фарш здесь точно такой же, как и в других наггетсах у Мираторга, как я и думал. Ну а сыр тут, конечно, не супер хороший, он какой-то плавленый. Но, тем не менее, общий вкус получается вполне нормальный. В общем, наггетсы съедобные, и я думаю, что для своей цены они хорошего, достойного, в общем, качества на свою цену. Это очень необычные наггетсы, называются они хайгетсы. Необычность их в том, что они без мяса, они растительные. Масса наггетсов 200 грамм. Состав очень интересный, основным компонентом этих наггетсов является вода. Получается, что эти наггетсы из воды сделаны. Также есть различные растительные масла, растительный белок соевый, какие-то растительные волокна, непонятно из чего они сделаны, ароматизаторы какие-то тоже непонятные, ну и панировка. Но состав этот мне как-то не очень нравится. Стоимость растительных наггетсов 199 рублей. Изготовитель ООО «Кузьминки» — это Липецкая область. Внешне эти наггетсы смотрятся как самые обычные, даже и не скажешь, что они какие-то растительные, потому что панировка у них тоже самая обычная, цвет такой желтенький. Ну, сейчас разогрею и попробуем. Разогрел эти наггетсы в духовке. Поверхность абсолютно не жирная. Как их готовили, я точно не знаю. Но точно, что не во фритюре. Посмотрим, что будет в разрезе. Режется очень легко. Фарш мягкий. По внешнему виду даже и не скажешь, что это какие-то не настоящие наггетсы. Внутри в разрезе смотрится точно так же, как и обычные наггетсы. Попробуй на вкус. Как-то я пробовал веганскую колбасу, и она по вкусу была совершенно несъедобная. Ну а вот эти наггетсы, вот если бы я их попробовал первый раз и не знал, что они
без курицы, ну вообще без мяса, я бы даже и не подумал, что это какие-то не куриные, какие-то вообще веганские наггетсы. Потому что вот и по своей структуре, и по вкусу такое ощущение, что там действительно есть какое-то мясо. Ну вот куриное в частности. И по разрезу такая вот структура немножечко волокнистая. И во вкусе даже чувствуется, что какое-то есть мясо. Также чувствуется, что есть и специи. Специи очень сильно ощущаются во вкусе. Но все равно вот такого ощущения, что здесь нету курицы, здесь вот что-то такое растительное, вот такого ощущения нету. И цвет здесь прям вот реально как у куриного филе. То есть вот подделка очень хорошая. Такие наггетсы можно где-нибудь подать и сказать, что они куриные. И я думаю, что никто особо даже и не заметит, что они не куриные. Хотя по цене они стоят точно так же, как и мясные наггетсы. Поэтому думаю, что продавать их вот за куриные нету никакого смысла, потому что цена у них такая же. Вкус, конечно же, не супер. Есть вот наггетсы и повкуснее. Это не самые вкусные наггетсы, которые я когда-либо пробовал. От того же даже взять вот от Мираторга наггетсы, они будут даже вкуснее, чем вот эти. Но вот тот факт, что сделали веганские наггетсы, которые очень похожи на настоящие мясные, это очень интересно. Но, конечно, я бы такие покупать не стал, потому что там куча всякой фигни намешана в этих наггетсах. Поэтому лучше купить, конечно, хорошие наггетсы, более вкусные. И ты там в составе действительно мясо. Здесь, конечно, состав тоже расписан, но вот мне кажется, он все-таки на самом деле не такой, потому что что-то вот такое добавлено, что придает действительно вот вкус настоящего мяса. Не знаю точно, что это такое и как они сделаны. Но все равно какое-то вот недоверие, такой вот веганской продукции, все равно недоверие какое-то есть. Вязанка, наггетсы из печи сливушки с куриным филе. Натуральные ингредиенты. Курочка это с натуральными сливками. Состав здесь написан очень нечетко, читать как-то не очень приятно глазам. В составе филе куриной грудки, мясо цыпленка бройлера рубленое, мука пшеничная, ну и различные добавки. В целом состав натуральный, состав хороший. Вязанка наггетсы из печи, стоимость 179 рублей 99 копеек, масса 250 грамм. Изготовлено в городе Владимир. Внешне эти наггетсы смотрятся очень аппетитно, желтенький цвет панировки. Сейчас разогрею их. Разогрел несколько наггетсов в духовке. В инструкции было написано, что их можно разогревать либо в микроволновке, либо на сковородке, либо в духовке. Но в духовке, мне кажется, лучше всего, потому что и масло не надо добавлять, то есть они не будут жирными, и корочка будет хрустящая. В микроволновке там уже корочки хрустящей, конечно, не будет. Сейчас посмотрим, что будет внутри. Даже когда режу, слышно, как корочка хрустит. По разрезу мы видим, внутри находится фарш. Фарш этот белого цвета, то есть цвет вполне нормальный для наггетсов. Попробуй на вкус. Было написано, что эти наггетсы из печи. Видимо, их не в масле, не во фритюре жарили. Ну и так вот я трогаю, поверхность она чуть-чуть жирненькая. Попробовал на вкус. Наггетсы мне эти очень понравились. Корочка обалденная, хрустящая. Хорошее количество панировки достаточно, я бы так сказал. В общем, еще бы раз я такие наггетсы купил. И разогревать их опять-таки стал бы в духовке, потому что поверхность совершенно не жирная. В общем, отличные наггетсы за свою цену, вообще 5 баллов из 5. Наггетосы от горячей штучки. Сочная курочка. На картинке разрез смотрится очень аппетитно, тут целиковое филе, но я думаю, что на самом деле, конечно же, там будет какой-то фарш. Написано, что 100% натуральная курочка. Сочные внутри, хрустящие снаружи. На картинке все очень заманчиво. Ну что ж, давайте попробуем и проверим, действительно ли такой заманчивый будет вкус. В составе мясо цыпленка бройлера, рубленое, филе куриной грудки. Также есть мука, вода, ну и затем идут уже панировочные сухари. Состав, в общем-то, и неплохой, даже нету мяса птицы механической обвалки. Масса упаковки 250 грамм. Наггетсы от горячей штучки стоят 89 рублей 99 копеек. Адрес производства город Владимир. Внешне наггетсы смотрятся очень аппетитно, красивая панировка, форма тоже хорошая. Ну что ж, разогрею и попробуем. Разогрел эти наггетсы в сковородке с растительным маслом. Корочка очень хрустящая, сухарей здесь много. Теперь давайте посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу видно, что здесь фарш беленького цвета, цвет нормальный. Попробую на вкус. То, что касается панировки, то панировка здесь отличная. Хрустят эти наггетсы просто зверски. И цвет приятный, и толщина. Видно, что
не тоненькая панировка, вот поэтому они очень хрустящие. Панировка вообще идеальная. Ну, то, что касается фарша, то чувствуется, что здесь, конечно, не одно мясо. Там в составе был написан и мука, там и крахмал, и куча всего, в общем. И это все, куча этого всего, в общем, здесь и ощущается в этом фарше. Если сравнивать саму начинку с начинкой, например, от наггетсов от Мираторга, то от Мираторга, конечно же, наггетсы вкуснее. Вот именно сама начинка. Там как-то чувствуется, что мяса побольше. Но здесь все-таки и цена ниже. Поэтому могу сказать, что вот за эту цену, за 90 рублей, то качество вполне приемлемое. Конечно, если есть возможность финансовая купить наггетсы подороже, скажем, за 200 рублей упаковку, то лучше взять их. Если такой возможности нету, то можно взять и такие. По вкусу они вполне нормальные, так вот даже и не скажешь, что они 89 рублей. Если бы где-нибудь меня бы накормили такими наггетсами, ну, я бы подумал, что, ну, вполне такие нормальные съедобные наггетсы. Но, конечно же, не супер высокого качества. Как вывод могу сказать, что есть эти наггетсы можно, но, конечно же, они не идеальные. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!